Калужский морг в поисках паранормального. Как партизаны пробирались до входа в морг, но я вам скажу, что именно вход в морг мы не могли найти. Мы 2 часа ходили по территории, нас могли запалить очень хорошо, так прям мы конкретно так палились, но все же мы нашли это место, вернее Дима нашел. Та точка, где мы увидели, где Серега увидел силуэт, вот именно та точка. Я решил в эту точку поднести электромагнитник. И именно в этой точке электромагнитник показал 8. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш второй канал Live, Братья Твинс, на наши инстаграмы, добавляйтесь в паблик ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, мы вас всех ждем. Итак, друзья, всем привет! С вами канал Табу, Искатели Паранормального. И сегодня вы, возможно, догадались, куда мы приехали. Это одно из таких топовых мест — Калужский морг. Дело в том, что наши съемки начались прямо с приключений, потому что у нас сломался диктофон. Поэтому вы все записи будете слушать напрямую, короче. Нам было очень сложно попасть в это место, на самом деле. Мы с трудом нашли, короче, этот морг данный. И сегодня мы проведем здесь свои эксперименты. Да, территория охраняется, ребят. Мы еле нашли вход в этот морг, потому что нам никто ничего, в принципе-то, и не подсказал. И мы очень жестко палимся, ребят. И также мы сегодня проверим легенду о том, что здесь обитает район, какая-то сущность. Да, подтвердим или опровергнем этот факт, короче, да. Мы сейчас здесь, мы показываем вам все, как есть на самом деле. Мы приехали сюда целенаправленно, проделали огромный путь, 10 часов, даже 12 часов мы сюда добирались. И мы здесь, наконец-то. Да, все, ребятки, мы не будем затягивать, начинаем снимать. Поехали, правда? Так, электромагнитник я включил. Пока не показывает никаких значений. Вот одно. Смотрю запись, к сожалению. Да, камера стала садиться уже. Так, мы поставим рэк и будем смотреть периодически показатели. Так, поехали. Так, ну что, Сереж, пошли. Так, Андрей, здесь вот, помнишь, вот это место? Угу. Вот это то самое место, вот, ребятки, вот это. Где вы могли наблюдать, как вылез Рейк или кто-то там. Давайте посмотрим, что тут у нас. Холодильник. Вот тут голые стены. Так, тут ничего. Не затоплено, по-моему. Там огромная яма. В общем, Рэк вылез отсюда. Был ли он на самом деле? Показалось. Значение 4 показывает. Мне кажется, тут что-то есть все-таки. Что, сюда идем? Я на электромагнитик смотрю, сейчас показывает 3. Мы двигаемся в пекло событий, так сказать. Так,
какую сторону? В эту пойдем. Дело в том, что все те, кто здесь были, они сталкивались с неизвестным существом, которое тут нападало на людей, рычало, кричало, бежало. Мы пока не наблюдаем электромагнитник. Показывает 3-4 значения. Так, мы двигаемся. Иди вперед, наверное. Так. Стены, стены, стены. Берег мокрый. Пучки. Ну что сказать. Вот диктофон нас очень хорошо сегодня подвел. Не знаю, что с ним случилось. В чем причина. Но не включается. Что тут мы имеем? А вот утка. Утка. Да. Так, значение на электромагнитнике 3. Так и стоит. Это прям какой-то сквозняк. Хотя этот сквозняк, наверное, идет вот оттуда. Так. Вот это не нравится. Сталактит. Куда ребята снимали? Они туда ходили, да? Тут затоплено. Да, тут затоплено конкретно. Вот там вот эти окошки, где вылезла эта фигня. Вообще тишина, да? Угу. Тишина полнейшая. Не, наоборот. Наверное, давай поставим. Так, мы сейчас что мы сейчас делаем? В общем, мы сейчас достанем наше новое оборудование. Мы расположимся вот здесь. Та камера, которую мы купили, она будет снимать этот коридор. И мы попробуем, постараемся и надеемся что-нибудь зафиксировать. Сейчас вы все увидите. Так. Там прям сквозняк какой-то. Но мы тут шуметь не будем. Какая-то часть. Там выход. Вот там дырка, там тоже на улицу.
момент, вы его сейчас, скорее всего, увидите, когда мы нашли точку, где снимать, расположили новое оборудование, то есть, чтобы его собрать, это нужно очень много времени, много чего нужно достать. И из затопленной части я услышал какой-то хлопок. Я думал, подумал, мне показалось, может быть, что-то упало. Но когда мы начали писать, вернее, уже включили нашу новую камеру, у меня с собой была рация. Ребята, Дима и Дима, они нас ждали на выходе. Да, нас ждали ребята, потому что так все-таки безопаснее. И, кстати, я вам скажу, ребят, практически все видеоблогеры так ездят. Мы не всегда с собой кого-то берем, но в этот раз мы решили подстраховаться, потому что не хотелось реально никого подставить. Я имею в виду, мы могли провалить всю эту миссию, и вы бы сейчас этого видео не увидели. Мы всегда ищем новое оборудование для использования его в наших роликах. Мы всегда пытаемся найти правду и узнать, существуют ли параллельные миры в нашем пространстве. И вы знаете, существуют. Наша двухлетняя практика доказывает то, что что-то все-таки есть. С этой камерой мы будем первые на просторах российского ютуба, кто ее использует. Аналогов нет в нашей стране. Спасибо всем тем, кто помогал собирать деньги на камеру. Спасибо вам за ваши донаты, друзья. Спасибо продавцу и всем, что вы с нами. Что же это за камера такая? Что же она делает? Эта камера стала одним из наиболее часто используемых устройств оборудования для охоты на призраков. Специальный датчик камеры проецирует более миллиона небольших инфракрасных лучей в широком поле зрения. Датчик распознает изменения глубины по мере и при разрыве каждого из лучей, что позволяет устройству построить 3D-модель своего вида. Программное обеспечение было запрограммировано на распознавание скелетных и лицевых характеристик. Таким образом, камера распознает человеческое тело или дух. Эта камера станет неотъемлемой фишкой нашего канала. А теперь давайте посмотрим, что из этого получилось. Может, ребята бьются? Ребят. Рация периодически, кстати, срабатывала. Может быть, волны какие-то ловились. Ребята в этот момент ничего не делали. Ребята. Видим? Да, ну это скелет. Вот здесь видим? Нет. А, все видно теперь, да? Все как положено? Да, да. Здесь есть кто-нибудь? Я начал звонить Диме по рации, но связь не пробивалась. Мы просто мигом собрали все оборудование и пошли на выход. Оказалось, ребята там стояли, все было в порядке, и мы их попросили пойти с нами, потому что в той части, вот откуда был звук, видеоблогеры снимали жуть. И в дальнейшем это повторилось, вот эти непонятные звуки.
я спросил, здесь кто-нибудь есть, и был удар. Потом мы зафиксировали силуэт. Возможно, это как-то связано. Максимально тихо идем. Потому что то, что мы там услышали, странно, и ребята не отвечают по рации. Может, охранник? Начали запись. И там вот вверх такой стук, удар. И потом я услышал шаги. Такой собираться уходить. Это тоже да. Никто не может ходить. Вот именно, вот оттуда. Сука, никто не может хватить в 3 часа ночи, блядь. И знаете, как вот звук такой. Справа там еще один выход отсюда. Тихо. Блядь. Я вижу, вы вот это такой сюда станешь. Нет, не таких мест на камерах, блядь. Ты нормально положил? Закрыл. Надеюсь, нормально. Планшет туда не вырубил. Давайте туда все сходим вместе. С улицы? Даже если с улицы в 3 часа ночи кому-нибудь ходить. Ну, тоже верно. Вряд ли. Такое чувство, что там или человек. А вы нам по рации что-нибудь пытались сказать? У нас рация срабатывала. Как будто кто-то сказать, что хотел. Ну, что-то звякнуло вдали, но я не знаю, может показалось, может кто-то из нас начал заботиться. Так, вот туда идем. Сейчас. Я вот. Куда? Туда, в комнату. Без этого. Без взяли все туда. Я надеюсь, на камере будет слышно.
Если тут кто-то был, конечно, это бы громко было все. Тут невозможно так тихо подкрасться. Тут есть кто-нибудь? Эй! Капец. Ну тут почему нет картинки? Ты подошел так. И он появился. Может, из-за света? Как? Разверни камеру. Вот. Какая-то появилась справа. Серьезно? Так, справа. А, глянь, да, мотор, ну-ка. То есть, смотрите, ребята, никого нету перед нами, а появился скелетированный силуэт в правом углу. То есть у нас вправо на камере, здесь получается слева. А вот это вот на камере отображается коридор. Вот прям под штативом, вот здесь вот где-то. Сейчас выйду я. Камера снимает. Да, снимает. Слабый рядом стоит. С этой стороны? Да, возле стенки. Ну-ка, подойди, ну подожди-ка. Стой. Мы, ребят, только тестим, пробуем. Подойди-ка поближе. Здесь. Руку притяни к стене. Вниз. Вот. Вот тут. Сидит. Без... Блин, ростом, Андрей, тебе по пояс. Ребенок либо. Может быть. Это что? Ну-ка, а подойди к стене прям. Ты пропал. Да, стоит. И ты, кстати, синего цвета, а эта штука красная. А если я руку так протянуть? Нет, что-нибудь. Рука твоя еще дальше. То есть вот здесь силуэт, да? Да. Вот здесь на стене. Она стоит. 7. Показания 8. Андрюх, она нагибается. Она присела. Сергей электромагнитник показывает 8. Ребята, вот именно вот в этом месте. Ты прям на голову ей кладешь электромагнитник. И 8 показывает. Она села, Андрей. Она села. Вот сидит, руки убирает, за стенку держится. Андрюх, она вообще пугается, короче, походу. Я видел? Да. Именно в этой точке электромагнитник показывает цифры до 8. Что? Какие действия Я делать? не знаю, какие действия. Мы просто впервые пробуем. В общем, ребят, эта камера, она может фиксировать, как нам продавец сказал, сущности или жителей потустороннего мира. Вот в данной ситуации сейчас вы видите видите меня, Серега снимает с экрана
компьютера то, что снимает другая камера. Здесь... Ой, планшетник погас. Все, нормально. Здесь сейчас стоит силуэт. Когда я к нему приближаюсь, он как будто бы отдаляется от меня. Ну, он как присел, так и не встает, Андрюх. И он присел, да? И самое интересное, вот показатели на электромагнитнике меняют значение. Сейчас 4, 5, вот 5 показывает. А вот было 8 в этой точке. Именно там, где скелетированный силуэт показывается. Че, Андрюх? Ребят, пойдите сюда. Идите посмотрите. Видишь, это Андрей ставит. А вот у меня, видишь, сидит там. И когда Андрей электромагнитик подносится, то показывает 8 значений. Что это значит? Это душа. Серьезно? Или сущность, да. Вот мы взяли специально. Вот ты... Охренеть. И у Андрея, кстати, дома на плече сидел вот это. И видишь, Андрей, синий цвет, синего цвета, а она красная. О, гляньте, я вижу точки с этой камеры. Да, было не по себе. Но Рейка мы там не увидели. Не увидели, ребят, показываем все как есть, но мы хотим заметить, что какая-то паранормальная активность все-таки там есть. Потому что электромагнитник показывал значение. И самое интересное то, что когда мы второй раз, уже когда мы вернулись, позвали ребят, второй раз, когда мы включили наше новое оборудование фиксации призраков, та точка, где мы увидели, где Серега увидел силуэт, вот именно та точка. Я решил в эту точку поднести электромагнитник. И именно в этой точке электромагнитник показал 8. Это не видно на камере. Я когда электромагнитник вот так хотел показать в камеру, значения упали. А так как я еще к нему не привык, я не зафиксировал эти значения как самые большие. Мы удивились, все удивились очень сильно тому, что произошло. И мы считаем, что активность там паранормальная есть. Она есть, но дух, который там присутствует, он очень слабый. Он очень слабый. Я не исключаю тот факт, что это именно тот дух, который нападал на ребят в прошлом. Может быть, он сейчас ослабел, и там какая-то энергия от него осталась. Но что я хочу сказать? Дух, душа, призрак, как хотите называть, не может материализоваться в какое-то физическое существо. Прочитано множество книг. Не может выйти на тебя человек или кто-то физически, просто по определению. Даже просто логически подумать, как может дух перевоплотиться. А существо, не знаю, мы не видели никого. А тем более, когда вы вызываете духа, он не может к вам прийти и начинать там все кидать, громить, летать. Это невозможно. Почитайте книги, читайте литературу. Душа не может взаимодействовать с предметами. Она может взаимодействовать с предметами. То есть я не исключаю тот факт, что душа, дух может материализоваться. Это возможно. Но это настолько редко, что мы лично, вот так, чтобы заснять кого-то, у нас такого никогда не было. И не надо, пожалуйста, нам писать, вот, у вас ничего не происходило, вы что-то там не так делали. Сгоняйте туда, посмотрите. Рейка вы не встретите. Ну, к сожалению, мы реально проделали огромнейший путь, не спали, мы ехали за сенсацией, так сказать, на нашем канале. А оказалось, что, вот так вот все и оказалось. Но, опять же, повторюсь, что паранормальная активность есть присутствие, но тот дух, который там обитает, он, кстати, маленького роста, и мы предполагаем, что это дух ребенка. Родильный дом. Возможно, были какие-то несчастные случаи, уходы детей, так сказать. В свое время душа прицепилась там и осталась. И вот эта энергия, как мы уже говорили, что душа — это энергия. Но он настолько слабый, что его уже энергия, мне кажется, она просто со временем уже растворится. Есть как нужно нажимать? Вроде, походу, да.
Нет, в камере свет. Нет. Вот появился. В общем, ты так прикольно ходишь. Итак, друзья, мы сейчас включали здесь специальную камеру, которая позволяет уловить что-то потустороннее. И именно в этом месте электромагнитник, как вы уже убедились, показывал большие значения. Запишем 5 минут тишины. И сейчас вы услышите уже обработанную запись. Мы просто запишем тишину, мы не будем задавать никакие вопросы. Камера уже садится. Итак, запись пошла. Если здесь присутствуют духи или какая-то... Если здесь присутствуют духи или что-то потустороннее, ответьте нам, что здесь обитает и действительно ли здесь видели Рейка или какую-то сущность. Вопрос в том, что мы сейчас засняли на Kinect камеру. Относится ли это к потусторонним силам?
где-нибудь в комнате и уходить. Все, ребят, 5 минут тишины записано. Так, а как ее сохранить? И вот прикол в том, что на вот эту, да? Да, по-моему, на это. Понятно? Прикол в том, что Так, ребят, в общем, мы сейчас идем ближе к выходу, и были какие-то там звуки, шорохи. Ну, непонятно, короче, что это было. Но я думаю, что вряд ли это рейд какой-нибудь. Мы, наверное, еще запишем сейчас Wonderbox. Ну, что вам сказать по поводу этого места? Бункер в Голубом озере намного страшнее. Вот. Ну, Серег, ты тоже коридоры хорошенькие такие. Что сказать? Без шланги являются. Да, шланги у нас не двигались. Так. Сейчас мы двинем немножко в другую сторону. Наверное, запишем Wonderbox. И все равно место довольно-таки интересное, очень-очень большие коридоры, разветвления. Так, отсюда мы пришли. Значит, мы идем в другую сторону. Те видеоблогеры, которые сюда приезжали, у них тут что падало, вылезало, ну не знаю. Были какие-то шумы, я думаю, они остались на камере. Электромагнитник тоже показывал какие-то значения. Так. И камера тоже показывала что-то. Нет, там выход. Там нельзя шуметь. А там это, да? Коммуникация, да? И где записывать? Может, где-нибудь на выходе. Ну, там не вариант, там шумно будет очень. Так, ребят. Твою мать. Ребят, я жестко нас палю, когда наступаю на всякие предметы, которые тут раскидали. В общем, сейчас Серега тоже наступит. Сейчас мы найдем место, где мы запишем Wonderbox. Запишем Wonderbox и, наверное, мы уйдем. Потому что там выход. Вот там выход. Да. Не палевно будет тут писать Wonderbox. Думаешь, здесь? Здесь расположиться, да? Все ждут безумно Wonderbox, да, мы знаем это, и, к сожалению, в этот раз Wonderbox вообще ничего не показал, ни
никаких ответов. И мало того, он замерз. Но, слава богу, он работал. Но ответов не было абсолютно. И тут мы тоже ничего не поделаем. Если их нет, их нет. Ответов не было. Вот 5 минут тишины записали. Я думаю, что что-то там мы услышим. Может кто-нибудь ответить? Здесь есть духи или сущности? Ответьте нам. Ответьте нам кто-нибудь. Здесь есть кто-нибудь из потустороннего мира? Вот тут, кстати, значения нету. А там было. Мы не смогли что-то зафиксировать в том коридоре, где что-то упало. Здесь, в принципе, здесь действительно есть что-то. Потому что электромагнитный ловитель, он показывает какие-то показания. И вот интересен тот факт, что именно в том месте, где был силуэт, именно там я увидел показания на электромагнитике восьмерки. К какому приходим выводу? Есть несколько оборудований. Ты путь слышишь голос? Я думаю, да. Если несколько оборудований дают какой-то результат, то есть вряд ли это может быть каким-то совпадением. Вот как вы считаете сами? Действительно ли здесь что-то есть или нет? Пишите в комментариях. И тут шорох, Андрюх. Движение, Да, тот шорох интересный, который нас там спугнул. Шагнулись. Вот электромагнитник сейчас показывает два деления. В чем еще опасность этого места? Это в том, что здесь охрана. Это территория больницы. Мы сюда проникли вообще нелегально. Ну, скажи к своим. Ребята, в общем, вы все увидели. Ребята, ребята, в общем, друзья, вы все видели. Мы вам показали максимум, что мы могли в этом месте. Да, и без себя уже хочется уйти. Вот. Поэтому не обессудьте. Я думаю, что мы вам показали всю правду, что тут происходит. Вот. Опасно. Надо еще отсюда выбраться, ребят. Что хотелось бы сказать, ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы впервые нас смотрите. У нас есть также еще лайв-канал. Братья Твинс называется. Подписывайтесь на наш инстаграм. Мы вас везде ждем. Добавляйтесь в сообщество ВКонтакте. Друзья, добавляйтесь. Мы вас всех ждем, любим. И до новых встреч, друзья. Увидимся. До новых вылазок.
Все. Так, надо отключать камеру. Дорога в этот раз была очень тяжелой, и от непривычки это все показалось каким-то безумием. После ночной смены мы сразу же поехали на поезд. На поезде добрались в Москву, добрались до машины. Спасибо огромное Диме Чистову за то, что он помог нам в этом выезде, в открытии 3-го сезона. Встретились с Димой Вертом с канала Луч Инквизиции, и затем мы поехали в Калужскую область. Тяжело было всю эту дорогу переносить на ногах, мы не спали практически 2 суток, было очень тяжело. И когда мы доехали до точки, здесь уже, выйдя из машины, нас ждали уже какие-то непонятные вещи, какие-то непонятные моменты. Вокруг нас не было ничего, кроме леса. Мы готовились уже уходить, собирали вещи и услышали, как из леса кто-то кричит. Какой-то крик, но он не похож на человеческий, он не похож на крик животного. И Димка Верт с канала Луч Инквизиции, он засмеялся и говорит: «О, это походу рейк». Мы такие, говорю, да, блин, походу да, типа того, что, говорю, он, наверное, за нами тут следит. Пошутили. Но в то же время мы стоим и думаем, а кто это мог кричать? Это не был крик лисы или какого-то животного, потому что Дима Верт со своей практикой сказал, что лиса или кто-то еще не может так кричать. То есть определение какому-то животному или кому-то еще мы не нашли этих криков. То есть мы вообще не понимали, что это за крики. По времени до Калужской области, именно до точки, до морга, мы добирались 12 часов. Мы доехали до леса и доехали именно до забора, где территория больницы находится. Нас предупреждали, что территория охраняется, но толком нам больше никто ничего не сказал, как там, что там. И мы просто развернулись и уехали в самое начало леса. Там оставили машину, подготовились, и в полнейшей темноте, без фонарей, мы дошли до территории больницы. Как партизаны пробирались до входа в морг, но я вам скажу, что именно вход в морг мы не могли найти. Мы 2 часа ходили по территории, нас могли запалить очень хорошо, так прям мы конкретно так палились, но все же мы нашли это место, вернее Дима Верт нашел. Мы вот идем по территории, там свет горит, там свет горит, там свет, там охрана, и мы на цыпочках идем, и в общем мы сначала подумали, что этот морг находится под заброшенным родильным домом. Там родильный дом есть заброшенный. Мы подумали, что это под ним находится этот морг. Потому что, некоторые так говорили, видеоблогеры, по-моему, я точно не буду говорить. В полнейшей темноте мы заходим в эту заброшенную больницу. Но вокруг, кстати говоря, действующая больница, горит свет. Мы заходим в эту заброшенную больницу, тоже ходим без света. Все нас палит вокруг, это жесть. Мы думали, что там вход где-то, например, подвальное помещение, мы туда выходим и направляемся уже непосредственно в морг. Но нет. И мы долго блуждали, Димон там на разведку ходил, вообще щемились, там палево было. И все, мы находим вход и заходим туда. Когда мы подошли ко входу заброшенного морга, мы услышали еще 2 крика. Один последовал за другим. Они тоже доносились из леса, но они были немножко другие. Такие душераздирающие крики. Откуда эти крики? 2 часа ночи. Зима. В больнице, если там кто-то есть, все уже давно спят. Кто кричит из леса? Эти 2 крика нас тоже сильно удивили. Как будто бы какое-то существо за нами двигалось и предупреждало нас о чем-то. То есть вот это нас тоже испугало немножко. Первым делом, как мы спустились в этот морг, мы сделали предварительный обход. Дабы убедиться, что все в порядке. Мы не часто так делаем, но в этот раз мы решили все-таки это сделать. Самое удивительное, что было, мы нашли вход, там вырванная какая-то сетка была и дверь металлическая. Мы туда залезли и оказались под работающей больницей. Там коммуникации, трубы теплые были. И мы что-то лазили и поняли, что, мы же можем сейчас реально спалиться. Нам ничего не оставалось, как только уйти оттуда. В дальнейшем,
на съемках, когда мы начали снимать, мы, естественно, туда не пошли, потому что, ну, дабы не хотелось проблем. Было как-то не по себе, не хотелось быть пойманным. И не хотелось всю вот эту дорогу, все эти съемки просто провалить из-за какого-то палева. Да, когда мы начали снимать, как только я включил электромагнитник, он начал показывать показания 1, 2, 3, 4. Кто-то скажет, ну это, наверное, ваши электроприборы, там камера, там все дела. Нет, ребята, нет. Дело в том, что дома, когда я его включаю, а тут приборов везде достаточно много, то есть во всем доме одни приборы. Дом целый, один прибор. У меня показывает по нулям. Там подземелье, под землей, бетон, ничего нет. Показывает электромагнитник показания. Это первое, на что мы обратили внимание. Какая-то там активность есть. На нас не напал рейк, на нас не выбежал какой-то монстр. Нам кажется, что все это выдумки. И мы не столкнулись, мы вот показываем реально, как есть на самом деле. Мы с ним не столкнулись. Огромнейшее спасибо, еще раз хочу сказать, Диме Верту и Диме Чистову за поддержку. Потому что мы с собой таскаем столько оборудования. И если какая-то беда, какой-то форс-мажор, мы просто не успеем собраться. Мы должны быть всегда на чеку, и у нас должен быть за спиной человек, который нас поддержит, который будет рядом. Но, опять же, повторюсь тоже, что очень редко мы ездим с кем-то. То есть мы ездим в основном вдвоем. Огромнейшее им спасибо, канал Луч Инквизиции, подписывайтесь. И Димка Чистов, наш подписчик, вообще крутой парень, и вытерпел с нами эту безумную поездку. Когда мы вышли из морга, после всего, что отсняли, мы остановились буквально на 2 минуты, потому что нужно было, чтобы глаза привыкли к темноте. Шли мы по той же дороге, как и зашли, было уже, по-моему, 6 утра. И лично я боялся, что охрана выйдет на обход или что-то такое. Но мы быстренько оттуда свалили. И, кстати, пошли к машине вообще не по той дороге. Заблудились в этом лесу, пришлось возвращаться. Но я назвал эту поездку безумием. Столько действий было сделано и нервов вытрепано.